Всем доброй ночи, дорогие дамы, потому что сейчас мой ритуал будет касаться вас и для вас выставлен, собственно говоря. Я хочу сейчас вам объяснить. Дело в том, что этот ритуал могут провести только законные жены, которые уверены, что их мужья их любят, то есть взаимная любовь. И они его любят, и он любит. Этот ритуал могут провести молодые люди, которые действительно друг друга любят. Вот у них настоящая реальная любовь. Других вариантов тут быть не может. Этот ритуал могут провести мужчина и женщина, у которых законная связь, то есть не связь любовная, как супружеская измена. Поэтому они друг друга закрывать не имеют права. Это им обернется наоборот на их голову. Итак, если этот ритуал каждая дурочка возьмет сделать на любого парня, который ей понравится, то пускай не удивляется, что она больше в жизни замуж не выйдет. Запомните эти слова. Это не приворот, это не присушка, это не зазыв, не что-то иное. Это закрывание сердца любимого мужчины от всех женщин вокруг. Но, еще раз говорю, что этот ритуал могут провести только тогда, когда мужчина и женщина любят друг друга, когда у них нету семьи другой, то есть они не состоят в такой, скажем, незаконной любовной связи, да? Если они не любовники. Этот ритуал могут провести только женщины, которые уверены, что их муж их любит. Если вы возьмете его сейчас, вот просто притащите к себе и закройте его сердце, ничем хорошим это не закончится. Этот ритуал для любящих пар. Вам понадобится фотография мужчины, которую вы должны положить под вот этот замочек. Я специально приобрела такой красивый замочек свадебный для красивого ритуала. Поскольку мне ничего сердце закрывать не нужно, я вас просто учу, поскольку от меня мужчины и так не уходили никогда. Я их сама гнала милицией, полицией и прокуратурой. Они сами никогда не уходили. Поэтому мне нет необходимости кого-либо закрывать. Но вас я учу. Итак, повторяю. Этот ритуал могут провести только женщины, которые уверены, что их мужья или любимые мужчины их любят. Это раз. Этот ритуал могут провести только женщины, которые не состоят, скажем, в внебрачных отношениях с мужчиной. То есть увести от семьи и прочее этот ритуал не сможет. Некоторое время испортит отношения между мужем и женой, и потом это вам обернется 100 раз хуже, потому что он от вас уйдет. Законные жены могут спокойно это провести, если они уверены, что их муж их любит. Женщины, которые живут с мужчинами, неважно, в гражданском они браке или просто встречаются, но уверены, что он их любит, могут закрыть его сердце от других женщин. Для чего это делается? Есть мужчины, у которых постоянные командировки, частые, да? Если вы переживаете, что у него может быть любовная связь, или мужчина немножко так слабохарактерный могут увести, или могут, знаете, скажем так, увести налево, да, это одно дело. Ну, еще и загробастать его имущество. Если вы уверены, что он может поддаться таким соблазнам, а его обманут, обведут вокруг пальцев. Если вы боитесь, что с его стороны может быть увлечение куда-то, может, он легкомысленный у вас. Или вы вообще не хотите даже каких-нибудь таких мимолетных любовных связей, даже с женщинами легкого поведения. Вот не хотите, и все. Вы закрываете от всех женщин его сердце. У этого человека в сексуальном отношении ничего не получится ни с кем. Он будет рваться домой отовсюду, и он будет только ваш. Этот ритуал проводите раз в году.
Я объясню, куда девать ключ и замок. В общем, через год, ну не ровно через год, год пусть пройдет, можно чуть больше года, этот замок бросаете вместе с ключом по отдельности, бросаете в какой-нибудь водоем, желательно озеро или пруд, не река, и уходите. Оставляя там откуп на берегу, кусок черного хлеба, 13 монет, и говорите: откупаюсь от духа ведьмы Аглаи. И повторяете этот ритуал еще раз. Точно так же с замком, и вот как я вам показываю. Почему здесь фигурирует ведьма Аглая? Считается, что Аглая была очень сильной ведьмой. Вот те тетради Аглаи, которые вы видите, это просто рекламный ход. Никаких тетрадей от нее не осталось. Это рекламный ход, ну, неплохой ход, скажем так, да. Я уже говорила, что любая стоящая вещь, даже переделанная этническая какая-то традиция в магию, может сработать вполне, если это грамотно составлено и если это делает сильный человек. У него все может сработать. Но тетради ведьмы Аглаи – это всего лишь рекламный ход. Это просто сборник, ну, как бы нововведений в магии, новых ритуалов. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Итак, считалось, что Аглая была очень сильной ведьмой, и что она привлекала любовь, что она возвращала мужей домой приблудших или заблудших. Вот. И к ней обращались часто по любовным делам. И поэтому, когда я составила где-то 4 года назад, наверное, этот заговор, да, 4 с чем-то назад вот это составлен мной, как оно мне приходит по-разному, сейчас объяснять не буду, я об этом говорю. Можете посмотреть ролик «Тайна заговора». Так вот, когда я составила этот заговор, то я подумала, что усилить себя еще одной силой ведьмы. Какой ведьмы? Той ведьмы, которая при жизни занималась любовными заклинаниями, да? Любовными заговорами, работами, то есть пускала чары любовные. Поэтому призыв ее оказался очень удачливым. Это сработало настолько сильно. Это я делала для женщины. Вы можете, уважаемые практики, тоже провести, если боятся ваши, скажем, пациенты, да, люди, которые к вам обращаются, сами провести, просят вас, вы можете за них провести. Но немножко по-другому нужно будет провести это. Я объясню потом, если вы спросите. Сейчас я просто не хочу путать зрителя. Я даю именно такой заговор, который может провести каждая женщина именно из тех перечисленных, которые я назвала в начале. Мужчина огражден от всяких левых связей. Мужчина огражден от всяких приворотов, присушек, то есть ничего на него не действует. У него закрыто сердце. Да, кстати, от приворотов, присушек очень отличное средство в том числе. Даже если вашего мужчину не уйдут приворотом, известно много случаев, когда привороты поганили, портили жизнь семьи. И его в том числе. А именно привороты вообще закрывают у мужчины всю его судьбу, всю его удачу. Об этом я тоже объясняла, не будем сейчас на этом зацикливаться. Итак, для этого вам нужно будет взять красное сухое вино, 2 свечи. На свечах нужно написать снизу вверх имена пары, мужчины и женщины. Написать лучше черным маркером, либо нацарапать. Итак, некачественно сейчас спички производят. Совершенно ломается прямо на руках. Потом красная лента. Нужно обвязать эти 2 свечи красной лентой. После ритуала дать догореть. Далее. Вот вам черный мешочек. В конце, когда эти свечи догорят, огарки свечей ложим в черный мешок. И где-нибудь в углу дома, где-нибудь нужно это спрятать. Через год вот это все унести. Черный мешок оставить на берегу водоема,
ключ замком кинуть, положить туда черный хлеб, кусок, 13 монет, сказать «откупаюсь от духа ведьмы Аглаи», отвернуться и уйти. И повторить снова, если вы хотите продолжить с этим человеком дальнейшие свои действия, то есть если вы опять хотите его закрыть от всего и всех. Итак, дорогие друзья, 2 свечи, обвязанные красной лентой, написанные снизу вверх имена мужчины и женщины парой. Далее, вам нужно будет какое-нибудь благовоние, лучше роза, сандал, можно ванильный запах. Ну, в общем, запах такой сладковато-восточный. Это фамиам называется. Это древний такой тип благовония. Он очень удачно вот так начинает сейчас... Ой. Более душистый, пахучий такой, приятный очень. Вот. И ощущение, как в таком цветнике находишься. Ключи, замок. И начнем. Читать нужно 3 раза. Итак. Иду босоногая, впереди поле не поле, река не река, слова мои к богам великим услышатся наверняка. Там впереди лес не лес, дремучий весь, я встану здесь. Идет навстречу ведьма Аглая, вручает ключи от любовного рая. От сердца любимого, от сердца, что мне напророчено, вручено, для меня милого, неповторимого. Ключи я возьму из рук ведьмы Аглаи. Что сделать мне с ними, я уже знаю. Силой Аглаи, с помощью магии, я сердце милого на замок закрываю и ключом замыкаю, да заговариваю. Я суженная, я судьбой тебе подаренная, закрываю твое сердце от всех девок и баб, от незамужних до разведенных, от девственных и от потаскух, от светловолосок, от темноволосых, от рыжих и от седых, от кореглазых, от черноглазых, от светлоглазых, зеленоглазых, от всяких глаз. Их страстью не обманешься, со мною не расстанешься, со мной навек останешься, будешь моим, как поп на икону молится, так и ты на меня помолишься. Я хозяйка твоего сердца, ключ в моей руке. Берете ключ, и слово мое, и воля моя, и ты тоже мой, навеки со мной. Силою матушки ведьмы Аглаи закрываю я двери любовного рая, от чужих баб ты лишь мой раб. 3 раза это читайте до этого места. И если у вас там оно само закрывается, в любом случае делайте вот так вот, что вы закрываете ключом. Имитируйте. Закрыли. Да, вот так держать лучше. Покуда ключ в моей руке, твое сердце у меня в рабстве. Как сказала, так и будет. Заклято. Итак, дорогие девушки, вам нужно, может быть, 2 мешочка или 2 там этих... Ой, все. 2 сундучка. Ну, наверное, лучше мешок, да, удобнее. Отдельно храните, чтобы никто никогда вдруг не взял, тем более ваши дети, не открыл ключом. Это все пропадет. Катастрофы не будет, но все пропадет. Надо будет это повторить. Поэтому в течение года, вообще почему говорю иногда, повторите в течение такого-то времени. Это значит, что за это время этот заговор, этот ритуал набирает силу, усиливается и работает. Когда время приходит определенно, да, он уже начинает потихоньку ослабевать. Ну, уже в конце, в принципе, может быть, за неделю он начинает ослабевать до этого срока, который назначен. А потом он уже не действенный, все. А есть заговоры на много лет, 20-13 лет, но такие вещи делают только ведьмы, потому что только их энергии, их силы хватит надолго что-то сделать. Простому человеку надо повторять. У него
силы заканчиваются, он тратит энергию, он не взаимодействует постоянно с духами, поэтому его работа требует обновления, понимаете? Вот. Храните так, чтобы никто, не дай бог, это не нашел и не открыл замок. А лучше можете на цепочку надеть и носить с собой, если так переживаете и боитесь. Через год отдельно замок, отдельно ключ. Идете на берег реки. Ой, извиняюсь, водоема. Извиняюсь, наоборот, не реки. Водоема или пруда, вода, которая стоит, стоячая вода. Кидаете ключ, кидаете замок. Огарки свечей, они должны догореть полностью вместе с этой лентой. Если увидите, что лента горит, ленту снимите, пускай она догорит. Или до ленты догорит, снимите. В любом случае, постарайтесь, чтобы лента не сгорела, естественно. Эти огарки свечей, значит, храним здесь, да, в течение года также. С этими свечами, эти свечи оставляем на берегу. 13 монет, черный хлеб и говорим: откупаюсь от духа или души ведьмы Аглаи. Отворачивайтесь и уходите. Все, дорогие дамы, к вашему кавалеру хрен кто подойдет. А если подойдет, у него будет такая ненависть, отвращение к ним. Ему будет казаться, что они пахнут неприятно, что они выделываются. В общем, всячески будут его раздражать, как специально. Потому что каждый заговор, каждая работа, каждый ритуал – это вызов определенной силы, которая приходит, вас слышит и работает. Вот к этому замку вы призываете определенную силу, которая закроет его сердце и будет делать все для того, чтобы он совершенно не хотел и не желал смотреть в сторону. Не удивляйтесь, когда он вам признается, что он хотел бы изменить, но что-то у него ничего не получилось. И внезапный традиционный мужской вопрос: ты ничего со мной не сделала, не? Нет, нет, что ты, я вообще не верю в магию. Это все ерунда какая-то, сказки бабушкины. Делаем, значит, умный вид, такую недоуменную улыбку и очень сильно обижаемся, что нас вообще назвали ведьмами. Всем удачи, всех благ.